Всем привет, мои дорогие, как ваши дела? Собралась я в магазин сейчас. В общем, сегодня у нас понедельник, и мы сегодня решились наконец-то детей отправить в школы. И я понимаю, что нужно что-то подготовить, по типу ланча, да, они с собой берут в ланчбоксы. Вот. И я понимаю, что у меня ничего дома для этого нету. Время уже 12, в 12:50 я их отправляю. Поэтому решила сейчас пойти в магазин. В общем, такая быстрая вылазка до местного соседнего магазинчика. Шок это у нас. Здесь Шок, здесь еще есть через дорогу А101, но ближе Шок будет. Сейчас покажу, что я покупаю для детей обычно. Сегодня вообще прям погода прекрасная, птички поют. Написано до 21 градуса, но вот на солнышко ощущение, что вообще прям больше уже давно по градусам. Розы цветут, птички поют. В общем, в школу обычно что мы засовываем в ланчбоксы? Это фрукты, овощи, бутербродики. Редко там какие-то макароны, такие изделия. Это редко. Напоминаю, у нас дети учатся в школе государственной. Вот. А они рассказывают обычно, что турки засовывают. Это картошка фри, это какие-то пиши. Вот, у нас это фрукты, овощи, ягодки, орехи, изюм, типа курага, вот сухофрукты, короче, я ложу. Без ветра вообще никак не обойтись. Всегда у нас тут ветер. Вот сегодня такая будет уличная болталка. Попозже мне надо будет с документами еще сходить. Тоже вам в центре немножко поснимаю. Вот. Сейчас покажу, что я обычно беру в магазине. Обычно беру хлеб. Вот такой вот. Либо вот такой вот для тостов. Темный желательно. Наверное, я возьму темный все-таки. Вот такой вот чавдарлы. Чавдарлы это вот как раз более такой полезный вариант хлеба. У меня есть гриль. И я делаю тосты обычно на нем. Очень быстро все готовится. Даже сейчас вот у меня курица размораживается. Я ее на гриле быстренько сделаю с макарошками. Это у нас будет обед. Беру вот этот вот сыр. Очень дети любят плавленый. 115 лир стоит. И беру какие-то колбаски. Всегда выбираю хинди. То есть из курицы, и хинди это индейка. Индейку беру, например, да? Здесь вот пилич, видите, написано. Пилич не беру. Вот здесь вот фастакла, то есть с орешками тоже не беру. Либо хинди салам вот у меня любит очень тоже. Алмаз, наверное, вот это возьму. И вот мои покупочки. Кстати, здесь есть наггетсы вот такие готовые, да, кому надо. Ну, я обычно готовую еду не беру. Максимум вот, что могу взять и позволить себе, потому что готовая еда сколько уже лежала тут, и она вредная. Вот такие бутики я делаю в школу. Кстати, сок возьму еще. Взяла еще 3 сока. Почему 3? Потому что у меня есть еще старшенький. Он же еще тоже ребеночек. Еще взяла груши. Залька любит очень груши. Вот, яблочки у нас дома есть. Еще я взяла вот такую шоколадку Улькер. Очень люблю. Сейчас она со скидкой 55 лир. Вышло 387 лир, в общем. Многие задаются вопросом, наверное, а почему нет питания в школе? Вот в государственных школах в Турции, к сожалению, нет питания. Вот, в частную вот отдадим, дай бог, с следующего года. Ну, в этом году уж в сентябре получается. И будет питание уже там включено и на целый день, то есть там с продленкой. Не так, как тут 4 часа. Вот. А у нас дети учатся именно в турецкой школе. Что насчет ситуации этой? Страшно, конечно, да, все равно водить детей в школу.
И в группе переписываемся с родителями, что пишут все, что они хотят отводить, что страшно после вот этой ситуации. Пусть даже, как бы, сколько мы уже дома посидели. Вот. Но я вот смотрела сегодня, видела, что у нас уже там полиция сидит. Вот, прям у входа полиция сидит. То есть это, конечно же, с пистолетами, все проверяет. Поэтому уже менее страшно, понимаешь, что уже подключились правоохранительные органы. И это уже как-то, ну, я не знаю, как-то уже вот с легкой душой отпускаешь. Но все равно сомнения вот эти вот, конечно, они тебя немножко иногда терзают. Иногда мысли какие-то появляются такие. Это же твои дети, все-таки ты их пытаешься как-то защитить. Вот так вот. Мы все сейчас живем в такое время, что никто не застрахован. И такой человек вообще вот-вот может быть прям оказаться рядом, находиться рядом, а ты даже не знаешь этого. Поэтому, конечно, бдительность каждого лично, это очень важно. Осознанность, бдительность. Вот, нужно основательно ко всему подходить, думать. Если каждый займется собой, вот, в жизни более-менее порядок по чуть-чуть будет появляться. Ну что, друзья, сегодня никуда не получилось у меня пойти. Планы немножко поменялись. Решила я приготовить Сан-Себастьян. Сейчас покажу, как он выглядит. Это чизкейк. Именно такой он должен быть сверху. Не думайте, что он прям подгорел. Должна быть именно вот такая темная корочка. Вот, вообще он должен вот так вот, сейчас горяченький только вытащила, трястись немножко. Сейчас покажу, наверное, вот так лучше сделать. Короче, мягенький должен быть. Сейчас он остынет, и я его уберу в холодильник на 2 часа примерно. Это как минимум. После чего я полью его нутеллой. Это такой чизкейк. Родина из Сан-Себастьян, это, говорят, Испания, и город Басков. Вот, это район в Испании, короче. Что я в него вообще добавила, из чего он состоит? Вот такой вот лабне взяла, ну, творожный сыр нужен. 400 грамм у меня, по идее. Добавила 4 яйца, сахара, сливки 200 миллилитров, не менее 30% сливки нужны. Все это смешиваете просто венчиком, да, постепенно там вот эти яйца добавляйте по очереди, 4 яйца. И все, и вот это вот, можно ванилин добавить, и немножко лимонного сока. И все, и вот это вот на полчаса, это так быстро делается, но это так вкусно. Поливаете потом нутеллой, кстати, нутеллу тоже вот я купила, да, 228 лир сейчас нутелла стоит. Да, дороговато, конечно, но она реально вкусная. Ну, можно было, конечно, еще шоколад растопить. В общем, потом... Как? У меня тут рис еще готовится. Чуть рис не убежал. Вот, рис готовлю. Сейчас буду еще курицу гриль делать. Сделала кисло-сладкий соус. В общем, сегодня у нас вот такой вот ужин будет. Вот. А хотела я сегодня сходить по документам, и как бы мне нужен был присяжный переводчик, и я уже даже на выходных с ним списалась, но она говорит, что, в общем, времени у нее не было на меня, поэтому в следующий раз пойдем до центра. Ну, наверное, буду заканчивать на этом свой ролик небольшой, хотя бы что-то выложу. В следующем ролике покажу, как у меня получился Сан-Себастьян. Ну, либо в этом ролике, если успею. Заснять вам. Но его нужно ждать, конечно, долго, 2 часа, поэтому, наверное, в следующем ролике запишу. Вот, детей забрала, все хорошо. Пришла домой, так что жду сейчас мужа с работы. Пишите свои комментарии, всех люблю, всем пока.